Всем привет! Как дела? У меня нормально. Сегодня я хочу поговорить на тему интернациональных отношений. Как вы можете знать, интернациональные отношения– это отношения между двумя людьми из разных культур, стран и языковых сред. У этих отношений есть как плюсы, так и минусы. И сегодня я хочу обсудить это. Чтобы всем было интереснее, я буду рассказывать не обобщенно, а о своем опыте и опыте моих друзей. Как вы знаете из прошлых видео, я живу в Канаде, и я состою в отношениях с мужчиной из другой страны. Я из России, а мой молодой человек, мой парень, он из Южной Кореи. Я не фанатка кей-попа, но мне нравится смотреть корейские дорамы с 15 лет. Но я не поэтому выбрала своего молодого человека. Просто так получилось. Мы просто нашли друг друга случайно онлайн. Поначалу мы много ругались, потому что у нас разные языки, у нас языковой барьер, мы едим разную еду, и у нас разные привычки и взгляды на разные вещи. Я считаю, что различия в еде могут привести к большим проблемам в отношениях. Например, если два человека из абсолютно противоположных культур, например, Россия и Китай, Россия, Мексика, Япония и Америка. То есть, например, американец может не есть суши или сырую рыбу, а японка может не любить фастфуд, бургеры и тому подобное. И точно так же, например, Россия и Китай. Русские люди не очень любят добавлять много специй в еду, а для китайцев это норма. Еще одна проблема, которая приводила меня и моего парня к ссорам, это языковой барьер. Я не говорю на корейском языке, он не говорит на русском языке. И мы оба разговариваем друг с другом на английском языке. И английский не является нашим родным языком. Соответственно, из-за этого мы иногда не можем правильно и полно выразить наши эмоции, чувства, то, что мы думаем здесь, мы не можем выразить это в словах, потому что мы не знаем английский язык настолько хорошо. Честно говоря, я долго думала, что я знаю английский лучше, чем мой парень, потому что я видела, как он часто борется с проблемой говорения. То есть он не знал, как правильно выражать свои мысли, и я помогала ему в этом. Я пыталась его понять, но при этом мы не пользовались переводчиками. Нам было достаточно наших знаний, чтобы примерно объяснить, что мы думаем, считаем, чувствуем. Но спустя полгода я начала понимать, что мой парень очень даже хорошо знает английский язык, потому что он время от времени начал использовать слова, которых я не знаю. И я на него смотрела вот таким вот взглядом и просила его перевести мне, что он имел в виду, а он смотрел на меня в ответ и говорил: «Ты что, не понимаешь, о чем я говорю?» А я ему говорю: «Нет, я не понимаю, что ты имеешь в виду». И ввиду этого мне приходилось пользоваться переводчиком. Но я не могу сказать, что это минус отношений, потому что таким образом он научил меня некоторым новым английским словам, которые теперь я знаю.
Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это разница культур. Россия и Южная Корея – это тотально разные страны со своей культурой. И хотя в России есть корейское население на острове Сахалин на востоке страны, но тем не менее корейцы с Сахалина, они отличаются от корейцев с Южной Кореи тем, что у них другой менталитет, более русский, более советский, потому что они жили в разных точках. В Южной Корее обращают внимание на возраст человека, и от этого зависит стиль общения. Например, если человек старше меня на полгода, на месяц, на год, то я должна обращаться к нему уважительно, даже несмотря на то, что у нас очень маленькая разница в возрасте. В то время как в России ты можешь обращаться к человеку не очень формально, даже если у вас разница 2 года, 3 года, 5 лет. И из-за этого мы иногда с моим парнем раньше ругались, потому что он ожидал от меня более вежливого отношения, а у нас в России просто нету такого в языке, чтобы относиться как-то более вежливо. То есть в корейском языке у них есть несколько уровней вежливости, а в русском языке уровней вежливости только два – ты или вы. Но для русских это дико, это ненормально, это непонятно, если ты будешь обращаться к своему партнеру, парню, девушке на «вы». Это только один пример, на самом деле примеров очень много. У нас разные политические взгляды, у нас разные взгляды на воспитание, на то, кто должен работать в семье, кто должен сидеть дома и мыть посуду. То есть у нас очень много различий. И из-за этого мы очень много ругались, но сейчас у нас, слава тебе, Господи, гармония в отношениях, и мы не ругаемся. То есть мы живем в позитиве, гармонии и взаимоуважении. Также я знаю, что некоторые пары имеют большие проблемы в отношениях просто потому, что их родители или друзья не поддерживают партнера из другой страны. В этом плане я считаю, что мне и моему парню очень повезло, потому что нашим родителям все равно, из каких мы стран. Главное – это любовь. Но я знаю, что некоторые семьи очень традиционные, и родители могут предпочитать человека с их же страны. И я знаю некоторые пары лично, которые столкнулись с этой проблемой, где родители не могут принять партнера своей дочери или своего сына. Я считаю, что это очень грустно. И я также знаю, что в некоторых культурах слушаться родителей – это все равно, что верить в Бога. Я не знаю, с чем это сравнить. Например, в Китае культ уважения родителей. Я думаю, в Японии и, возможно, в Южной Корее точно так же. Там очень глубоко уважают родителей, и я знаю, что если в каких-то семьях родители против интернациональных браков их детей, то дети некоторые слушаются мнения родителей и, правда, разводятся или расстаются со своими интернациональными партнерами. И это очень грустно. Но я их не осуждаю. Я могу сказать свое мнение, что
Миром правит любовь, и я верю лично, что люди должны отталкиваться не от мнения своих родственников, а от мнения своего сердца. Но, опять же, я не могу это объективно судить. Все люди разные, и все живут по-разному. Но вообще в отношениях между двумя людьми из разных стран есть очень много плюсов. Например, они могут учить языки друг друга и таким образом расширять свой кругозор. Также они могут часто путешествовать в свои страны, изучать историю, политику, делиться своими мыслями, и таким образом у них более насыщенная жизнь. А еще, если пара заходит очень далеко, если они женятся и у них рождаются дети, то этим детям очень повезло, потому что они могут говорить на 2, а то и на 3 языках. Это очень круто. А вообще у меня есть мечта родить в будущем ребенка, и чтобы мой ребенок умел говорить как минимум на 3 языках с самого рождения. Это английский, русский и язык моего мужа. Я думаю, что моему ребенку очень повезет, и он сможет развиваться в разных сферах. Он может стать переводчиком, он может работать на разные компании, потому что это престижно знать много языков, и я знаю, что многим компаниям нужны люди, которые знают по несколько языков. Если среди вас есть люди, которые встречаются или женаты замужем за иностранцем, то, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мне очень интересно послушать ваши истории знакомств и с какими проблемами и трудностями вы сталкиваетесь или сталкивались в прошлом. Всем большое спасибо за просмотр и, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, на наш профиль в Бусти и Patreon, потому что мы выкладываем очень много интересных видео. Всем пока!